Я Семенов Александр Евгеньевич, президент Ассоциации экологии Непознанного. Также являюсь профессором и членом президиума Академии геополитических проблем. Ну и маленькая справка. Я занимаюсь НЛО, другими аномальными, так сказать, явлениями и рассмотрением обстоятельств, связанных с этим, с 1976 года. Но я бы предложил поставить вопрос по-другому. Люди должны требовать от своих правительств подписания всеобъемлющего, совершенно однозначно запрещающего это закона, даже не договора, закона о невыводе оружия в космос. Потому что космос – это не место для нашего человеческого баловства. Мы привносим или хотим привнести в него, в этот космос, который нам не принадлежит, наши нравы, наши негативные, так сказать, стороны, которые в космосе не дают просто возможности выживать. А мы хотим этого туда запихнуть. И говорим об агрессиях, которых просто не было. Надо сказать, касаясь вот именно так называемых воздействия НЛО и случаев, когда пострадали люди или там техника и так далее. Честно, вот если заниматься анализом этих случаев, когда самолеты страдали, там, допустим, там, корабли, там, с людьми что-то происходило, это элементарное незнание техники безопасности общения с иными. Элементарное. Просто мы, не зная еще каких-то физических глубинных законов, которые они освоили, там, перемещаются по этим законам, там, исчезают из видимости в невидимость там, и так далее. Мы не знаем еще этих полей, мы не знаем этих вибраций, мы не знаем частот, спектров, мы этого просто не знаем. И поэтому ведем себя вот неправильно, когда, допустим, приближаемся к НЛО, или когда какой-нибудь самолет догоняет там НЛО. Ну, это не является актом агрессии. Еще проще. Над американской базой завис НЛО. Это что, агрессия? Где здесь немирные, враждебные какие-то действия? Это просто любопытство, это контроль. И, кстати говоря, контроль в ряде случаев очень эффективный и, слава богу, правильный. Итак, я призываю всех людей доброй воли, которые хотят просто жить на этой планете, присоединить свой голос к требованию от правительства заключить такие договора, которые бы не позволяли выводить в космос никакое оружие. Раз. И во-вторых, понимать, что вот в июне месяце, может быть, начаться разыгрывание вот этой вот последней так называемой карты, которая может привести к гибели или к страданиям подавляющего большинства людей. Мы не должны этого допустить. Мы не должны рассматривать представителей иных миров, цивилизаций, как враждебных. Мы должны сами измениться. К этому нас призывали все религии, к этому нас призывали выдающиеся наши соотечественники Вернадский, Флоренский, Чижевский, Казначеев, Циолковский и многие другие мыслители не только в России, но и за ее пределами. Будем жить. Спасибо.